Добрый день, уважаемые подписчики, ну и не подписчики, а те, кто смотрит это видео. В общем, срочно понадобились тиски, но в магазине покупать как-то накладно. Решил сделать из подручных материалов. Насмотревшись в интернете, что есть похожего, вот разные видео посмотрел, ну и придумал для себя такую конструкцию. В интернете было в основном для одной трубки или уголков или еще чего-нибудь. Я решил сделать с двумя направляющими, так как решил, что это будет немножко проще. Сейчас объясню, какой принцип. Так, у нас есть две трубы 40 на 25 примерно, ну не примерно, а точно, и 30 на 20. Эти две трубы входят друг в друга, но единственное, что из того, что было у меня, так люфта почти нету, а в стороны есть, потому что эта труба немножко уже. Значит, что я придумал? Вот у нас две направляющие. Вставляются, прижимаются ближе друг к другу, чтобы не было вот такого ходящего люфта. Приваривается сюда губка, приваривается сюда, но перед этим вот такая штучка для шпильки, и на нее уже вторая губка. То есть вот принцип работы этих тисков. Так, теперь немножко поподробнее. Взял я сначала, сварил вот такую вот станину. Сейчас покажу, как это было. Допустим, вот у нас есть две трубочки. Взял две положил вот так. Взял две длинных вот таких гайки, вставил между ними. И вот так вот выставил приблизительно, как оно должно быть. Зажал струбцинами. Так. И вот так. Ну, чтобы удобнее было, я положил накладочки сверху. Вот так вот. Стянул струбцинками. Вот так. С двух сторон. И между собой, чтобы никуда ничего не уехало. И потихоньку стал обваривать. Варил точечками, не спеша, чтобы сильно не крутило металл. Вот. За качество сварки прошу меня не казнить. Я не профессионал в этом. Но, думаю, держаться будет. В общем, потом раскрутил струбцины. Естественно, вот одну гайку варил, вторую не варил. Когда это все остыло, я одну гайку убрал. Доварил там, где не достал. Там, где не достал. И вот получилась у меня вот такая вот штучка. Вот эти две трубки параллельно друг другу лежат. И одна гаечка приварена для шпильки. Значит, что дальше? Так, дальше мне надо было вот такая штучка с дырочкой, чтобы выставить для шпильки вот эту штучку. Зачем? Сейчас объясню.
когда мы вставляем направляющие, губка у нас будет одна приварена на станину, а вторая будет приварена сюда. Но так как это вставлено внутрь, у нас по высоте они получаются разными. А хотелось бы, чтобы на одном уровне. Поэтому что? Я взял, поставил, так, как это показать? Подлиннее возьму. Грубо говоря, поставил вот так. Приложил на один уровень. Приложил на один уровень с этими трубками. И сверлышком, ну, естественно, поджал тут струбцингом, чтобы ничего не бегало. И дрелькой наметил, где должна находиться дырочка, чтобы вот эта трубка была приварена на одном уровне со станиной. И в итоге, когда я приварю потом, подложить что-нибудь, вот так, грубо говоря, когда она приварится, то вторая, можно чуть со смещением, чтобы сварка не мешала, чтобы лишнего не точить, чуть-чуть со смещением. Вот так и вот так. Вот у нас получится такие тесочки. Дальше берем шпильку, вкручиваем ее в приваренную гайку. В общем, не буду закручивать долго. Покажу так. Берем две гаечки. Одна упорная, одна контргайка, чтобы никуда не смещались. Надеваем шайбочку. Вставляем вот эту подставочку. Надеваем дальше еще одну гаечку, ой, шайбочку, и как-то придержать. И вторую. Да что ж такое? И вторую контрагаем. И чтобы у нас свободный ход был вот этой штучки. Так. Ну, дальше сюда надо будет сделать ручку. Либо приварить тоже, обрезать лишнее, ну или выставить гаечку по краю, приварить шпильку или прутик или еще что-нибудь, либо приварить вот так гаечку, вот так приварить гаечку, вкрутить в нее шпильку, ну и обварить. Ну, можно и так, либо просто приварить, чтобы был вороток. Вот и в принципе вся конструкция. Придумал я так, чтобы не резать ничего, там не выбирать пазы, чтобы трубка там спрятала нашу шпильку, ну как в интернете сделано. Решил я более простым способом сделать. Сварил станину,
направляющие. Вот эту приварю сюда. Выставлю так, зажму струбцинками. Так, чтобы они поплотнее друг к другу были. Ну и здесь здесь подожму и обварю вот эту губку. С этой стороны, скорее всего, от сварки немножко поведет их в стороны. Здесь, может быть, можно, конечно, приварить их между собой, но для разборности я просто какую-нибудь сделаю прикручивающуюся планочку, чтобы они стояли в одном параллельно друг другу. Так, ну, в принципе, понятно все. Легко и просто нарезал трубочек, сварил между собой, и не надо ничего лишнего мудрить. Вот такая вот конструкция с направляющими. Так, ну что, осталось мне доварить остальное. Пойду варить, потом покажу, что получилось. Так, смотрите, что я еще сделал. Когда вкрутил шпильку, я как-то не подумал сразу. У нас гайка, она-то туда входит, но при каком-то небольшом люфте и при зажимании она начинает топориться. Туда не входит между этих самых трубок. Смотрите, что я сделал. Я взял накрутил на шпильку 2 гайки, зажал их ключами, и получилось смещение у нас осей, когда зажимаешь гайку, чтобы она не проворачивалась. И потом взял болгаркой по этим осям ориентируясь. Так, где это? Обточил просто края, грубо говоря, сделал мельче гаечки. Ну, это так, слегка ребра жесткости для ключа придать, какой-нибудь ключик или плоскогубцы подойдут, но зато она чуть меньше в диаметре стала. И теперь свободно будет проходить туда. Сейчас я эти гаечки поменяю. И как раз когда контргаем, накрутим и законтргаем, они опять в такой же плоскости станут. Даже если не станут такой же, все равно мешать не будет. Сейчас я перекручу. Значит, зажал я струбцинками, подложив подкладочки, чтобы соблюдалась параллельность. Потом приложил вот такие штучки. Куда я вторую потерял? Ё-моё. Вот. Приложил. Тоже прижал струбцинками, чтобы никуда не уехала. И обварил. Сейчас проверим, не стянуло ли сваркой. Горячая еще. Так, эту пока не будем снимать. Чуть-чуть отожмем. Вот сейчас остынет. Попробуем свободный ход. Ну вот, остыла она. Зачистил немножко сварку. Ну и в принципе все, как-то не показать. Все ездит. Здесь плотненько, все хорошо ездит. Люфта никакого нету. Ну, правда, смазать не мешало бы потом. И будет гладенько ездить. А здесь, как я и говорил, чуть-чуть разошлось. Ну, как раз что-нибудь вставить, скрутить, и все будет. Вот здесь чуть-чуть
повело, расширилось. Но здесь можно скрутить немножко, и все будет хорошо ездить. Все получается. Ну, буду дальше приваривать губки. Вот так. Ой, наоборот. Гайка не с той стороны. Не так вставил. Ну да ладно. Ну вот что у меня получилось. Вот такие вот тисочки. Сейчас попробую показать, как они работают. Ну, специально шпильку по длине ставил, на всякий случай, чтобы вылет побольше был. Так, как это мне? Вот так. Ой, раскрутилось. Ну ладно. Здесь пока я еще не сжимал. Еще пока с этой стороны люфтик небольшой есть. Потом сожму, будет плотнее. Так. Осталось сюда сделать ручечку, чтобы крутить. Ну, вот такие вот тисочки. Просто заготавливаем по длине трубки, свариваем, и все. Спасибо за просмотр.